Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Разумеется, съемка ведется на, собственно, сам аппарат, который мы обозреваем. Это Redmi Note 11E Pro. Смартфон для Redmi нафарширован всем. Сделали они себе хорошо, с тачем все в порядке, с экраном все цвет блеск. Про плохое рассказывать не буду. Покупал, тестировал уже больше месяца, тестировал, кстати, его на Твиче. Единственная проблема у него была стабильность одновременного стриминга и игры. Но игру он вывозил, конкретно Diablo, притом в довольно неплохих настройках. В целом мне девайс зашел, поэтому делюсь с вами мнением. Если мне не нравится девайс, то он оказывается на лайв-канале, допустим, Pixel 6a. Можете посмотреть там на него обзор. Но покупать его точно не стоит. Смотрим. Он вскрыт. Вот здесь какая-то наклейка. Я что-то не понял. Но, скорее всего, для того, чтобы гуглы установить. Живое стекло, за что отдельный плюс. Смартфон. Прямо ничего так выглядит. Защитная пленка на борту. Нет, мини-джек есть. Инфракрасный порт есть. Type-C-шник почти по центру. 67 Вт зарядка. Но китайская вилка. Разумеется, нужен переходник. Помимо этого у нас что с чехлом? Чехол на борту. Гибридный слот, то есть либо вы запихиваете две физические сим-карты, либо сим-карту и карту памяти, что довольно неплохо. Соответственно, актуальность от того, что эта версия на 128 гигабайт отпадает, можно 1,5 терабайта запихать и все. 205 граммов, вес как у iPhone 13 Pro. Чехол довольно приличненький, 76 миллиметров ширина, высота 164 миллиметра. Толщина без блока камер 8,2 мм, с большим блоком камер 11,3, с малым блоком 9,9 мм. Фронталка, к сожалению, находится по центру. К сожалению, есть вот такая пимпочка для, получается, исключения попадания влаги в Type-C-шный разъем. Большинство она только мешает, особенно при зарядке, поэтому сразу отрезаем. Регион Россия имеется на аппарате. Стоял, кстати, сразу США регион по какой-то причине. Все работает, все летает. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны постоянно. Это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого, сейчас разыгрывается еще 2 смартфона. И не забываем подписываться на телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал с примерами фото и видео новых и не только смартфонов. Всем, кто планирует выбирать смарты под видео или фото, очень рекомендую туда зайти, вбить хэштег смарта, который вам интересен, и посмотреть, как люди могут снимать. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. На руках у меня смартфон с глобальной прошивкой. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки, а именно черный, синий и белый. Дизайн практически такой же, как у других моделей 11 линейки. В руке без чехла лежит комфортно, и пользоваться одной рукой можно без проблем. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка из пластика. На корпусе расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно, 2 микрофона, динамики, 2 основных, стереодинамика и 1 разговорный, звучание неплохое, Dolby Atmos в наличии, как и кастомный эквалайзер, за что отдельное спасибо. И порт на борту, все как у всех Xiaomi, они всегда их оставляют. И мини-джек тоже есть, и это особо радует. Летим дальше. Смартфон оснащен Samsung AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, наш любимый Full HD+. Покрыт он стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, матрица экрана абсолютно плоская, DCI-P3 широкая цветовая гамма, плотность пикселей 395 ppi, яркость 700 нит, а пиковая яркость 1200 нит. При прямом попадании света на экран яркости в целом достаточно, и пользоваться смартфоном в солнечный день возможно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, на выбор также есть 60 Гц, а также динамическая герцовка. Она работает, если выставить 120 Гц. Тач на 360 Гц, тест на дискретизацию касаний вы можете наблюдать на экране, и отрабатывает он хорошо. Автояркость работает отлично и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Далее мультитач в 10 касаний на борту. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает стабильно и быстро. Распознавание лица срабатывает хорошо даже под углом. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но на работу сканера отпечатков пальцев это никак не влияет. Внести биометрические данные можно до 2 лиц, за что отдельное спасибо. Подбородок у экрана есть, и он средних размеров. Цветопередача приятная, в целом картинка достаточно четкая и контрастная.
интересное. В настройках, разумеется, есть различные функции для персонализации экрана и интерфейса под свои предпочтения. Xiaomi-шки в этом смысле тоже хорошо работают. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 695 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота которого 2,2 ГГц. Графический процессор Adreno 619, интерфейс MIUI 13 Global на базе Android 11 версии. Оперативная память LPDDR4X и доступна на выбор 6 или 8 ГБ. В настройках также можно виртуально расширить ее до 2 ГБ, но вы понимаете, что эта функция абсолютно бесполезна, а очень часто для смартфонов, допустим, бренда BBK, она вредная, то есть подтормаживать начинают. Внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 или 256. Тоже ни цвет, ни блеск, но и не самый ужас. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 версии, поддержка 5G сетей, что нас практически не волнует в большинстве своем, а для 4G есть 7-й бенд, 20-го нет. Тем не менее, связь в Ленобласти ловит отлично смартфон. Звучание во время звонка приемлемое. Микрофоны и датчики приближения меня не подводили, это хорошо, это ж Xiaomi. Запись разговоров в стоке есть, но с уведомлением о начале записи. Это вам не китайская прошивка. VOLTE на борту, вибромоторчик неплохой, но настроить можно только уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.1 и напоминаю, что есть уже версия 5.3. Смартфон также оснащен модулем NFC, так что устанавливаем MirPay и платим. GPS-тест в городских условиях показывает стандартную для Qualcomm 3-метровую точность. Напоминаю, что Dimensity у нас метр показывает. Лучше в целом. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке устройство выдало результат в 17 часов 38 минут и осталось еще 20%. Тест я проводил при 120 Гц на 50% яркости. Смартфон поддерживает также быструю зарядку на 67 Вт с 0 до 100. От родного адаптера питания у меня за 44 минуты он заряжался полностью. За 17 минут он выдал 50% заряда с нуля. Это неплохо. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Не тот ценовой сегмент. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi 14% уходит. За час игры в Genshin Impact улетает 21% на средних настройках графики. Напоминаю, что я его гонял в великом и ужасном Твиче. На лайв-канале я выгрузил все результаты тестов, то есть там длинный такой он. В X2 можете посмотреть, узнаете, сколько он раз вылетал при одновременном стриминге и игре. Спойлер, у него больше намного проблем, чем у Ace, а с другой стороны он дешевле. Намного. Не самый мрачный смартфон, что я тестировал, из игры он не вылетал, а вот параллельно стримить он, спойлер, не смог. Играть не совсем комфортно, так как картинка слегка подтормаживает и изредка проскакивают фризы. Разумеется, если выставить минимальные настройки графики, то играть можно на всем без проблем, все летает. В играх, которые не требуются большой производительности, смартфон себя показал вообще великолепно. PUBG Mobile, World of Tanks, Standoff 2, к примеру, играть можно без каких-либо проблем. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит стандартно на понижение. 155 гипсов минимально, 233 максимум и в среднем 180 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench в синглкоре 692, в мультикоре 2011. 3D Mark показал смартфон Slingshot 3830, Slingshot Extreme 2823. Так непривычно, что не максимум, правда? Wildlife Stress Test 1211, Wildlife 1209, Wildlife Extreme Stress Test 364, Wildlife Extreme 364. Вантуту выдал результат в 341 тысячу попугаев. Storage тест показал неплохие для данного типа памяти 26 892 балла. 45-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом. Я ожидал от этого процессора большей стабильности. В AI Tutu смартфон выдал супер скромные 119 тысяч, но опять же видел я меньше. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной широкоугольный на 108 мегапикселей, сверхширик на 8 и макрообъектив на 2. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Цифровая стабилизация на борту, оптического стаба, естественно, нету. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей находится по центру в верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки фронталки 1080p 30 fps. В стоке смартфон имеет небольшое количество стандартных режимов для фото и видеосъемки, что всегда хорошо. Разумеется, разрешение для видеосъемки не радует, во всяком случае, фронталка, так как и работа автофокуса и наличие пересветов. Все с новой прошивкой может улетучиться. Xiaomi в этом смысле допиливают обычно девайсы. Стабилизатор отрабатывает неплохо, короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 30 fps, рассеянный свет, Невский проспект, ну так себе. Ультра скромное разрешение 1080p 30 fps, Невский проспект, основная камера. Ну, стаб справляется в целом. X максимум 6. Мало. Что и требовалось заказать. Немного ультраширика в искусственном освещении. Ужасно. Пример вечерней съемки и мыло. Нечего здесь вставлять. Если же попытаться снимать на ультраширик, то без слез не взглянешь, разумеется. Фронталка и позади меня Невский проспект.
Аничков мост или Аничков. Ну, кстати, фронталка не так ужасно, но шум. Один сплошной шум. Основная камера. Да-да-да. Я тоже так думаю, что зря я вечером вообще его тестирую. День, фронталка, легкий дождик. Да, дожди в Петербурге начались постоянные, но это лучше, чем когда жарко. Но опять же, это мое субъективное мнение. Вот так примерно вы сможете себя снимать с одной руки, с двух рук и роллинг-шаттер. Ужасный роллинг-шаттер. И вот он, любимый двухэкранный режим, который можно менять в режиме реального времени. Плюс в карму. В стоке такая штука бывает очень полезна, притом многим. Тест камеры 1080p X6 на ультрашире к Соснову не перейти. Тест камеры основной в движении в машине. Двойная камера, и это E-Pro. Можно делать так, можно двигать, все в онлайне. Это Oppo NK-X, но есть еще наушники Oppo NK-X2. Возможно, они уже на канале, возможно, скоро будут. Хожу специально с ними, чтобы понять, что изменилось. Но в целом мне нравится картинка, хотя на смартфоне кажется, что она фризит. Немного ультраширика без движения с ветром. И... Стоп. У ультраширика такое же максимальное разрешение, как у основной камеры, 1080p 30 fps. Безрадостно. X максимум 10, 6. Немного фронталки в парке. Роллинг-шаттер на лицо. Минусы: хотелось бы, конечно, полноценный слот, а не гибридный, это как минимум. А в целом, учитывая стоимость, да нет у меня к нему космических претензий. Да, нет запаса по процессору, но до года-два неприхотливому пользователю телефона точно хватит. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Она здесь, я считаю, опять же, самая интересная из всех этих характеристик, потому что стоит он адекватных денег даже на этот момент, даже с этим курсом. Не забудьте подписаться, кстати, на телеграм-канал еще раз скидок, потому что там бывают и предложения повеселее и поинтереснее. Плюс я обычно, если у меня есть девайс на руках, фотографирую не просто девайс и вот продают, а сразу с спеками. Те, кто разбирается или кто хочет разбираться, сможет выбирать легче и проще, когда все знаешь, правда? Никакие обзоры не нужны. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Вот смотрите, тут довольно скромное количество баллов в Antutu, всего 340 тысяч с одной стороны. С другой стороны, здесь герцовка 120 Гц, в принципе вылизанная оболочка для смартфона. К счастью, русский язык, то есть с одной стороны они сделали все для рынка Китая, с другой стороны выкатили глобалочку. И для глобалки NFC здесь есть, можно установить MirPay, снимает он хорошо, играть можно, запас есть, выглядит классно, по большому счету, как большинство из линейки у Redmi. И в целом претензий к аппарату ноль. Почему? Потому что за эти деньги, опять же, выбирать приходится либо этот Redmi, либо какой-нибудь OnePlus Ace Racing Edition. Опять же, если вернуться в прошлое, все-таки эта штука дешевле на процентов 15. Поэтому я однозначно могу его рекомендовать. В целом на глобалке брать все у вас будет. Игры, фото, видео, MirPay, оплата. Что вам еще надо? Быстрая зарядка здесь есть. Выглядит он классно. Особо хвалить не за что, потому что все убивает в каком-то смысле нейминг. Но и ругать тоже в принципе не за что. Поэтому не забываем подписываться на канал, пишем в комментах, что еще купить для обзора. Этому девайсу однозначное да. В глобалке или в китайской версии вы купите. Разочарованных не будет, это точно. Да, не супер мощный процессор, но 340 тысяч попугаев, это значит, что вы свободно сможете 2-3 года с ним проходить. Опять же, если вам нужен средний бюджет, либо бюджетник. Еще раз повторяю, что девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья!